Педикюр без фрез. Снимаю в макро и делать сегодня его будем с помощью ремувера. Но для начала займемся антисептиком. Вот эта гелевая штучка, это не что иное, как самый обычный антисептик. Но он у нас совсем в другом виде. Большинство привыкли к тому, что антисептик бывает в спрее, такой как у меня слева, но также сейчас выпускают и в гелевом состоянии. Разница заключается в том, что спрей распыляется, и частички антисептика летают везде, и он пахнет. А если у вас гелевый антисептик, то ты его наносишь, растираешь, и ничего нигде не воняет и не летит. В общем, эта штука кому-то будет очень актуальной. Я вот, например, очень не люблю, когда летают вот эти маленькие капельки чего угодно вообще в воздухе. Короче, я не сильно люблю резкие запахи. Ну а мы тут уже убрали длину, и сейчас я вам показываю, что срезать не нужно. Мы делаем полукруглые ногти, не всегда обязательно делать их квадратными, но вот эти уголки лучше оставлять. Мы сейчас из-под них обязательно все достанем, все вычистим. Но важно, чтобы уголочки, боковая стенка были ровными, свободными и не уходили вглубь кожи. Поэтому держите себя в руках, когда будете подстригать, потому что самая частая проблема вырастания ногтевых пластин заключается именно в том, что люди их выстригают прям совсем до конца. Ну и обещанный ремувер. У меня мужская серия от Domex. Это бутылочки в определенной упаковке, они черного цвета, выглядят стильно, в общем, что-то на мужском. Для тех мужчин, которые говорят: фу, я не буду делать педикюр, это не мужское занятие, для них даже, видите, косметику уже свою выпускают. А работа ремувера заключается в том, что мы наносим его на кутикулу, на боковые валики, выжидаем примерно 5 минуточек и дальше с помощью пушера, видео я слегка ускорила, мы начинаем счищать птериги и размягчается кутикула, и готовим все это к нашему срезу. Вот видите, сколько набухшего геля, это как раз таки с остатками кожи, которые уже нам не понадобятся. Также у нас размягчились боковые, как их правильно назвать, слово забыла, в общем, вы лучше меня знаете, наши боковухи, и можно выковыривать всякие вкусняшки. А скопилось там, как видите, немало. Также это все размягчилось от ремувера. Я использую кюретку и достаю наш любимое подногтевое содержимое. Я надеюсь, что вы заценили макросъемку и то, что можно все прямо рассмотреть. Ну, что касается работы по ремуверу, я скажу, что это вариант простого неглубокого атравматичного педикюра, либо маникюра, не принципиально на ноги или на руки. Но для мастера, который привык работать аппаратом, конечно, там будут случаться приступы перфекционизма, потому что на 100%, так как мы привыкли до идеальной чистоты, конечно, по ремуверу не сработаешь. Но, опять же, для мужчин, которые боятся того, что аппаратом мы сделаем им больно или что-нибудь там просверлим. Это, кстати, носочки. Вот видите, ниточки, это носки, самые обычные. В общем, для мужчин, которые боятся аппаратов и, судя по всему, еще и стоматологов, как правило, это связано, очень даже подойдет. Так как мы не планируем там покрытие гель-лаком, хотя всякое в нашей жизни случалось, это, в общем-то, бывает. Это, кстати, нога Антона, и с ним действительно случалось очень много чего, когда нам нужна была модель. Я думаю, что все видели эти ролики. Кто не видел, обязательно посмотрите, это весьма забавно. В общем, приходилось терпеть ему всякое разное. Но после того, как я выполнила срез, я поняла, что мне не хватает обработки ногтевой пластины, чуть-чуть птериги остался. В общем, мне это мешало, поэтому я взяла подбафик, то есть это тот же самый баф, только в форме кружочка, и немного забафил ногтевую пластину. А покрытие все-таки мы решили попробовать как вариант, это матовый лаковый топ, не гель-лак, а именно лак. И тут логичный вопрос, а нафига, собственно говоря, все это надо? Это тоже альтернативный вариант покрытия для мужчин, потому что сейчас этот матовый лак просохнет на воздухе, это происходит буквально за пару минут. И посмотрите, он уже такого приятного матового оттенка.
точнее не оттенка, а матовой текстуры, и выглядит на самом деле по-мужски. Процедуру на пальчиках мы заканчиваем нанесением сухого масла, снова мужского, и опять от Домикс. В общем, у меня там прям вся линейка есть. И перейдем к пяткам. Там тоже много чего интересного нас ждет. Вот здесь, например, у Антона была огромная мозоль. Она надулась пузырем, потом лопнула, потом он что-то отковырял. В общем, будем пилить. У меня есть спрей кератолитик для сухого педикюра. Мы его наносим на пяточку, и также на упаковке есть рекомендация взять ватный диск или безворсовую салфетку, приложить и распылить его туда. И оставить эту аппликацию на 5-7 минут. Для верности можно нанести под пленку, но у нас не так, чтобы прям супер много кожи, поэтому я оставила просто. Пока аппликация выдерживается, я готовлю под диск. У меня он от Nippon Nippers. Я наклеиваю на него одноразовый файл, и он у нас на пенке. Почему на пенке? Раньше я работала обычными дисками, а потом выпустили вот такие, и моему счастью нет предела. Ну, потому что пеночка, она как бы амортизирует, и ощущения, что для клиента, что и для мастера, совершенно другие. Это намного приятнее, диск работает мягче. Ну, а что до нашей дырки от мозоли, то тут нужно краешки снивелировать, снести их на нет, сделать так, чтобы они ни за что не зацеплялись. Местами я поняла, что пилить будет долго, поэтому взяла кусачки, те же самые, которыми срезала кутикулу. Здесь же тоже кожа, поэтому вроде как так можно. Но смотрите, смотря какие у вас кусачки, смотря какая у них сталь. Моим, я точно знаю, ничего. Вот за это уж точно не будет. Ногти, конечно, им стричь не стоит. Но, в общем, подрезали все, что мешало, и теперь с помощью поддиска я взяла 100-й абразив. Да, так тоже можно. Мы работаем и 100-м, и 180-м. Сглаживаем все на нет, то есть важно, чтобы при эксплуатации ног, то есть когда носочки одеваешь, чтобы не было такого, что за краешки что-то зацепляется. И также важно не пилить саму серединку, то есть ту часть, где у нас розовая кожа, она там живая и ее немного, поэтому экономим, сильно лишнего не спиливаем. Вообще пилить пятки до состояния розовой попки младенца не рекомендуется. Вот там, где розовое пятнышко, там вообще нельзя трогать пятки до этого состояния, мы не пилим, что бы там ни говорил нам клиент. Процедуру мы закроем бафиком, тем самым, ну не тем самым, а просто таким же, как я показывала в начале. Я использую молекулярное масло, им я процедуру закрываю. На низких оборотах масло может немного вспениваться, как вы видите, у меня вот белые такие полосочки появляются, это абсолютная норма. Мы зашлифовываем и закрываем процедуру, чтобы дальше ничего не цеплялось. Ну и в конце мы нанесем регенерирующий бальзам от трещин, ну и также он поможет нам в ситуации с бывшей мозолью. Главное здесь регенерация. Также мужская серия, все с мужскими отдушками, поэтому никакими цветочками, лотосами, малинкой пахнуть не будет. В общем, то, что нужно для наших мужчин. Массажным движением все распределяем обязательно до полного впитывания. Ну и сам массажик, почему бы и нет. Тут я даже сердечко нарисовала. Все-таки муж родной как-никак. И дальше переходим к дезодоранту. Можно порекомендовать на домашнее применение. Он применяется как на стопы, так и в обувь, чтобы никакого там неприятного запаха не было. Хотя Антон этим не страдает, но я показала, почему бы и нет. Просто чтобы вы знали, что даже такие продукты сейчас существуют. Индустрия идет вперед, и наши мужчины тоже будут с педикюром.